Всем привет, меня зовут Алина Федорова, я модель, а также создатель онлайн-фитнес-платформы Withpants. Сегодня, ребята, у меня в гостях Виктория, она нутрициолог, и сегодня она расскажет много чего интересного, так как, наверное, один из самых часто задаваемых вопросов везде, что в Инстаграме, что на Ютубе, когда дело касается питания и фитнеса, все спрашивают, как отказаться от сладкого. И вот как раз-таки Виктория сегодня нам расскажет. Виктория, расскажи пару слов о себе. Да, здравствуйте. Очень рада присутствовать здесь с тобой, с твоей аудиторией. Я нутрициолог и натуропат. И я уже практикую в течение 5 лет. Знаю очень много про питание, про исцеление, выздоровление, про диеты. И готова с вами поделиться. Хотелось бы начать с того, что я всегда говорила своим подписчикам, что я не сладкоежка. То есть как-то у меня с детства так было, что мама всегда там у меня какой-то тортик, мороженое, а мы с отцом наоборот, какой-то, грубо говоря, пирожок с картошкой. Вот как-то так было. И вот скажи, это генетика всему виной, что почему-то одних людей с детства тянет на мороженое, других вот равнодушно? Мне кажется, что, конечно же, это, в первую очередь, биохимия человека, да, то есть то, чего в организме, скажем, не хватает. То есть это могут быть какие-то дефициты, это может быть нарушение метаболизма, это может быть нарушение углеводного обмена. Нужно разбираться, если есть цель разобраться, почему именно зависимость. Но вообще, сахар – это, своего рода как наркотик, да, то есть многим хочется, потому что они уже себя подсадили на это, и им просто хочется тех же самых ощущений, того же самого вкуса. Сахар, он реагирует в нашем организме на выработку дофамина. И, соответственно, дофамин у нас это гормон радости, то есть многим людям, наверное, не хватает радости, да, скажем так. Кто-то уже так привык, исходя из каких-то своих привычек или образа жизни, что-то все время перекусывать, да, вот, например, эта традиция в русских семьях вазочки с конфетами, я считаю, что это вообще пагубная история, потому что, казалось бы, да, безобидная конфетка, ты ее скушал, но чем больше мы такого себе позволяем, тем больше появляется зависимость, больше нарушаются углеводные обмены в организме, соответственно, потребление сахара и сладкого возрастает. И плюс, конечно же, это все у нас провоцирует патогенную флору, о которой мы тоже можем поговорить. То есть, разные абсолютно причины могут быть. Да, я вспоминаю, с детства, на самом деле, до нас воспитывали так, что любые сладости – это как поощрение чего-то. То есть взять любой праздник, вот тебе конфетки, вот тебе тортик, будешь себя хорошо вести, купим тебе конфеток и так далее. То есть всегда сладости с самого детства, наверное, у человека сформированное вообще воспитанием, культурой в семье, что сладости – это что тебя награждают за что-то, что это ассоциируется у тебя либо с праздником, либо что ты молодец, хорошо сделал. И, наверное, у человека еще, наверное, такая штука есть, что я сегодня хорошо потрудился, вот мне что-то надо себя поощрить, похвалить, купить тортик, заесть, отпраздновать. Безусловно, мне кажется, знаешь, что, наверное, это тоже все в бизнесах и фуд-индустрии, что это настолько было разрекламировано, особенно сахар, да, и добавление его везде в свое время по миру, как раз потому что люди, наверное, которые стоят за этим, они очень потрудились, чтобы обогатиться еще больше, да, и куча рекламы было. Возьмем ту же самую Кока-Колу, да, которая такое огромное количество сахара, и когда-то была реклама, что она полезная, да. Также с конфетами, да, то есть, люди, наверное, никогда не видели рекламу по телевизору, что вот ты там что-то сделал хорошее, или там идешь в гости, принеси фрукты, да, к примеру, или ягоды. А всегда это было так, для нас преподнесено, что это, что-то, что, да, вот как ты говоришь, поощрение или как подарок. Чтобы это вызывало определенную ассоциацию у нас, что это правильно, хорошо и так нужно. Да, но вот в том-то, что вопрос, правильно ли это, хорошо ли это, уже вывод из этого, это вопросительно. Но то, что это легко, удобно и всем нравится, это однозначно. Рафинированный сахар, я так понимаю, сейчас реально добавляют везде. Это не только пирожное, тортик. Это еще множество других продуктов, где он вообще не очевидный. 90% продукции, которую мы встречаем в магазине,
это будет продукт с добавлением сахара. А в этом проблема, что многие люди думают: о, я отказался от сахара, то есть у меня дома нет больше белого сахара, в еду я добавляю там в приготовление сахарозаменители, я не ем сахар. Но на самом деле, если взять любой продукт, посмотреть на этикетку, там будет столько сахара, что даже никогда не подумаешь. Вот, например, соуса, да, или тот же самый кетчуп. Там содержится столько сахара, причем именно рафинированного, именно вот того самого вредного, сколько даже не предположишь, что могло бы быть. Для чего это делается? Опять-таки же, чтобы вкусненько было, чтобы было привыкание, чтобы люди опять шли за этим продуктом. Если поговорить о причинах, почему у людей есть сахара именно зависимость, то есть это не когда там периодически люди кушают что-то сладкое. К сожалению, это большинство у людей, у которых уже есть какие-то нарушения как с весом, так и с углеводными обменами организма. Например, одна из основных причин, почему людей безумно тянет на сладкое, это нехватка жиров в рационе и нехватка белков. Соответственно, еще есть такая тоже теория, да, что миф, что для нашей мозговой деятельности нам нужен сахар, да. На самом деле это тоже один из, наверное, трюков вот этой всей food industry, по той простой причине, что сахар, он как нам дает энергию, да, то есть он как поднимает наш сахар в крови, да, глюкозу, он также после этого очень резко идет вниз. И что получается, что вроде человек скушал конфетку, у него там все пошло наверх, он доволен, энергичен, кажется так, мозг работает, полон сил, энергии, а потом идет низкое спадание, да. И снова заедать сахаром опять. Человеку хочется опять, да, и получаются вот такие, это называются инсулиновые качели, что, естественно, в итоге происходит к дисбалансу инсулина, нарушение усвоения углеводов и, естественно, приводит к инсулинорезистентности. А инсулинорезистентность – это предсахародиабетное состояние, и все диабетные состояния, к сожалению, потом в итоге приводят к онкологии. Я слышала еще такой термин, как сахарное лицо, косметологи часто употребляют. Расскажи про это. Да, сахарное лицо – это очень такой известный термин уже в наше время. Действительно, люди, которые кушают много сладкого или сахаросодержащих продуктов, они более расположены к высыпаниям, и причина того – нарушение микробиоты. Сахар вообще, он очень, как мы все знаем, брожащий, да, продукт, то есть, например, вся патогенная микрофлора, она как раз питается нашим сахаром, который мы потребляем, из-за чего происходит нарушение нашей микрофлоры, и из-за этого, естественно, наш организм проявляет свое недовольство в виде высыпания на лице. Чтобы понять, почему это зависимость, и подобрать правильную тактику избавления от этой зависимости, нужно посмотреть анализ крови, посмотреть, есть ли там нарушения, да, что происходит с человеком, какие у него дефициты, почему ему его хочется. Также, например, анализ крови может нам показать про состояние патогенной флоры, да, то есть почему это важно, потому что очень часто у нас тяга к сладкому именно из-за этих неприятных, ненужных нам жителей нашего организма, которые, безусловно, есть у всех, но в разном количестве, да, например, когда патогенная флора раскормлена, когда их там очень много, когда уже есть какая-то и кандидоз, потому что это тоже относится к паразитам, кандида – это грибковая инвазия, паразиты, то человек хочет больше сладкого, потому что для них это пища. Они очень любят все сладкое, все брожащее, и они требуют. То есть иногда не человек хочет сладенькое или выпечку, а именно вот эти жители. Если есть наличие паразитов, которые мы можем определить также с кровью, да, то есть различные противопаразитные программы, противогрибковые, которые тоже я рекомендую иногда людям проходить, вот как раз чтобы избежать вот даже, казалось бы, сахарозависящих проблем. Паразитов показывает анализ крови? Он может показать, какие есть? У нас в биохимии есть некоторые маркеры, которые могут показать, что как раз
есть такие вот жители в нашем организме, которые на эти маркеры влияют и которые показывают о том, что надо на это обратить внимание. Как ты считаешь, от сахара, от него нужно полностью отказываться? Вот вообще табу нет или умеренно? Ну вот, знаешь, как бы мне кажется, что вообще все должно быть в меру, да, то есть, ну, неважно, от чего мы там отказываемся, что мы потребляем, то есть все хорошо в меру. Если говорить про сахар, он просто не несет никакой питательной ценности. Если говорить про его функцию, да, то есть добавить что-то сладенького, чтобы жизнь слаще была, то есть столько альтернатив. Ну, как бы для меня это вообще бесполезный полностью продукт с огромным перечнем недостатков. То есть ты полностью отказалась? Я да. Я однозначно да, но своим клиентам, которые сладкоежки, как бы обязательно нужно, конечно, разобраться, с какой целью ты отказываешься. Если у человека, например, уже есть какие-то нарушения, да, скажем, ожирение или висцеллярный жир, или высыпание, или какие-то дисбиозы, то есть, ну, вот все какие-то причины, связанные с сахаром, то, конечно, я как бы советую полностью отказаться как от сладкого, так и части заменителей, потому что тот же самый мед, да, как бы не казалось, что он полезный, его тоже ограниченно можно, но если у нас есть какая-то серьезная причина, почему мы отказываемся, да, то на первых этапах, да, мы отказываемся и от меда, и от сахара, и от очень сладких фруктов, и от всего того, что имеет высокий гликемический индекс. Это и касается людей, у которых инсулинорезистентность? Да, безусловно, им в первую очередь. То есть, например, борьба с инсулинорезистентностью – это 90% успеха – это именно питание. И как раз номер один, от чего нужно отказаться, это сахаросодержащие, брожащие продукты. А расскажи, пожалуйста, вот о стратегии, как человеку все-таки отказаться от сахара, как это можно сделать, чтобы не травмировать свою психику, которая привыкла себя награждать чем-то сладеньким. На самом деле, как бы, если мы говорим совсем о очень правильном питании, да, если у человека есть какая-то цель, например, оздоровиться или похудеть, да, то есть, ну, какая-то прям определенная цель, человек понимает, зачем он это делает, то я рекомендую все же наладить питание. И вот как я говорила, что часто причина сахарозависимости – это именно нехватка жиров и белков. Вот. И если мы строим свое питание так, что у нас достаточно белка и достаточно, желательно даже побольше, правильных жиров, то человек так наедается, у него столько энергии, потому что, например, жиры снабжают нас энергией гораздо больше, чем сахар. То есть вот опять, да, как я говорила про этот миф, это правда, что люди думают, что сахар нам дает энергии, но на самом деле именно жиры, они у нас гораздо дольше служат нам источником энергии. Одна из стратегий, как бы вот вообще успешного правильного питания – это жить без перекусов. То есть вот если человек задастся целью брать перекусы, да, и, например, будет полноценно правильно питаться, то это уже как бы исключает вот эту надобность что-то сладенькое скушать. Если говорить про сладкое как про десерт, то, конечно, можно его оставить на первое время, но именно вот как раз не отдельным приемом пищи, а как десерт, то есть после основного приема пищи. Потому что на биохимическом уровне это именно так у нас и сработает, что этот сахар, он не вызовет скачок огромный нашего сахара в крови, инсулина, и не будет вот этих качелей, которые разбалансируют потом в итоге наш весь углеводный обмен. Если говорить про то, на что заменить сахар, да, вот вообще там сладкое что-то, то, безусловно, альтернатива номер один – это фрукты и ягоды. Моя личная теория – меньше фруктов, больше ягод, но если так сложно, то хотя бы фрукты. Ну, естественно, умеренно. А сколько можно фруктов в день съесть? Хороший вопрос, потому что вообще, как бы, ну, опять-таки же, если подойти к фруктам, да, по сравнению с сахаром, то, в общем-то, фруктоза и сахароза – это одно и то же, да. Единственное, что мы, наверное, не съедим столько в день фруктов, которые будут равнозначны плитке шоколада, да, которую мы можем на радостях быстренько скушать. Поэтому, если говорить про фрукт, ну, мне кажется, ограничиться можно пару фруктами в день, то есть за один раз, ну, фрукт – это вообще вполне достаточно, мне кажется, для любого взрослого человека. Опять-таки же, если нету голода, то есть если человек получает достаточно протеина, достаточно
полезных жиров, то там просто вот, знаешь, ему и не захочется, нету места, съесть. да, вот, ну куда там больше одного яблочка, да, или куда там больше, ну, я не знаю, там какой-то мисочки ягод, то есть просто места даже не хватит. А вот мне некоторые люди писали, что вот такая зависимость от сахара, девушка, помню, как сейчас написала такое, что вот если я не съем пирожное, либо шоколад, у меня прям голова кружится, кажется, что я сейчас сознание потеряю. То есть у человека реально вот может вот такое быть? Да, либо ему кажется? Безусловно, конечно. Вот в том-то дело, что я всегда всем говорю, что любой подход к своему здоровью, решение любой проблемы должно быть комплексным. То есть обязательно нужно смотреть, какие нарушения у человека в организме. Вот эта девочка, у нее однозначно нарушен углеводный обмен, то есть у нее нарушен метаболизм сахара, у нее нарушены многие другие моменты, которые именно связаны у нас вот со всеми сахароинсулиновыми делами. То есть у нее, скорее всего, инсулинорезистентность. Это как раз вот те люди, у кого сильно падает сахар в крови, это то есть либо уже сахарный диабет, либо предсахарный диабет, и вот такая у нее химическая реакция в организме, да, происходит. То есть ей необходимо постоянно себя заправлять, скажем так. И я вот думаю, как раз-таки люди, которые пытаются похудеть, и они часто сидят на диетах, неправильных диетах, например, когда они сильно исключают те же жиры, боятся там их употреблять. То есть, по сути, у них может быть еще больше развиться вот эта тяга съесть тоже что-то сладкое. Они якобы сидят на диете, кушают мало, и при этом еще больше в себе развивают это желание съесть потом сладкое, и срываются тоже, на я это. Не знаю, если это именно то, что ты меня спрашиваешь, но это очень интересный момент. Именно про fat-free diet. Вот это fat-free течение, назовем его так, оно вообще зародилось в 50-е годы и стало популярно по всему миру. Но это, опять-таки же, это бизнес огромнейший, да, который нас провоцировал именно покупать fat-free. А что получается, например, если мы из продукта цельного, да, или там из молочного какого-то продукта убираем жиры, мы же должны это чем-то заменить, да, и как раз вот заменялось сахаром. Если посмотреть на fat-free products, то там сахара содержится больше, чем в обычном полноценном продукте. Получается, что вот эта теория fat-free, она вообще пагубная, то есть не только даже из-за сахара, а из-за многих других процессов, потому что у нас жиры отвечают за очень многие процессы в нашем организме. Например, для женщины строительство наших гормонов половых — это именно нужен жир. То есть из жира как раз питаются и синтезируются все наши гормоны. То есть, например, если у женщины fat-free diet, то большая вероятность, что будут нарушения и гормональные, и различные другие по здоровью. То есть ключ ко всему — сбалансированное питание. Это однозначно, да. Какие у тебя основные источники жиров? В основном я очень много кушаю авокадо. То есть для меня авокадо — это, во-первых, мой один из любимых фруктов, причем авокадо относится к фруктам. Плюс я стараюсь прям, да, по максимуму добавлять его в свой рацион, чтобы увеличить количество жиров. Также семечки, орехи, масла. Вот как раньше, например, все думали, что нужно совсем чуть-чуть там в салатик масла положить, а желательно вообще побольше попросить там, можно мне, да, без масла. Сейчас я наоборот, я прям побольше, да, чтобы с целью получения хорошего количества жира. Еще такой вопрос, вот что касается сахарозаменителей различных, насколько их можно употреблять, нужно ли? Ну, это такой, на самом деле, тоже сложный немножко вопрос, потому что, опять-таки же, кому-то можно их оставить, кому-то лучше и их убрать, но если говорить про какие-то основные сахарозаменители, да, то, безусловно, нужно тоже смотреть на гликемический индекс, и чем ниже он, а желательно вообще нулевой, те, конечно же, и можно назвать полезными. И вот, например, к таким относится один из моих любимых, это эритритол или монкфрукт. У них как раз вот есть самый низкий гликемический индекс, 0 калорий, и это натуральный сахарозаменитель. Есть, конечно, какие-то теории, что они даже имеют и несут какие-то полезные свойства, но уже радует то, что они никак нам не вредят. Лучше отказаться и от них, в принципе, да, если... Ну, конечно, потому что, знаешь,
Вообще сахара или сладкозависимость – это в любом случае зависимость. И на самом деле здоровому организму это не так-то и нужно. Просто надо настроиться на общеправильный здоровый образ жизни, и все получится и без сладкого. В общем, нужно просто обогатить свою жизнь какими-то другими эмоциями, добавить, да, медитации. Да, кстати, вот одна из причин поедания сладкого – это именно стресс, поэтому обязательно старайтесь именно больше думать о том, как сократить свой уровень стресса. И вот хорошая как раз тактика, вот, стратегия – это именно добавить в свою жизнь медитации, которые также у нас вырабатывают дофамин, наш гормон счастья. Спорт, прогулки на свежем воздухе. Да, безусловно, конечно, это все то, что нас будет еще больше подпитывать и радовать, и добавлять вот именно правильный вкус жизни. Вика, спасибо тебе огромное за то, что ты сегодня приехала. Очень много было полезной информации для меня и для зрителей. На этом мы будем уже заканчивать. Ребят, спасибо вам за просмотр этого видео. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, а мы скоро увидимся. Спасибо, пока. Всем пока.